Руки Алекса дрожали, когда он сжимал руль, а вдалеке маячила больница. Телефонный звонок раздался час назад. Лео просыпался. После месяца бессонных ночей, когда он сидел у его постели, пока аппараты поддерживали в нем жизнь, его сын, наконец, возвращался к нему. Он едва мог дышать, его сердце бешено колотилось, когда он припарковался и вбежал в больничные двери. Стерильный запах антисептика ударил в нос, когда он бежал по коридору. Его ботинки скрипели по полированному полу. Медсестры поглядывали на него, но ему было все равно. Все, что имело значение, это Лео. Его палата была в конце коридора, и когда он толкнул дверь, то замер. Его глаза были открыты. Слезы навернулись на глаза Алекса, когда он подошел ближе, его голос дрогнул. «Лео, малыш, это я. Папа здесь». Но выражение лица сына заставило его похолодеть. Его широко раскрытые, полные паники глаза встретились с его, и он слабо покачал головой. «Тебе нельзя здесь находиться», — прошептал он охрипшим от долгого бездействия голосом. Сердце Алекса упало. «Что? Лео, это же я. Я ждал этого момента несколько недель», — пробормотал он. «Ты не можешь быть здесь, Пахта», — повторил мальчик, повысив голос. Его руки вцепились в простыни так, что побелели костяшки пальцев. «Пожалуйста, ты должен уйти». Его охватили смятение и обида. Он подошел ближе и потянулся к нему за рукой, но тот отпрянул. «Лео, что случилось? Поговори со мной», — прошептал мужчина. Прежде чем мальчик успел ответить, его прервал тихий голос. «Мистер Уэллс?» Алекс повернулся и увидел женщину в белом халате. Доктора Миллер, судя по ее бейджу. Она мягко улыбнулась, но в глазах ее была настороженность. «Я рада, что вы пришли. Выздоровление Лео можно назвать чудом. Мы не ожидали, что он проснется так скоро. Тогда почему он так себя ведет?» Алекс беспомощно указал на Лео, который теперь смотрел в потолок. Его грудь быстро поднималась и опускалась. Доктор колебалась. Нередко пациенты испытывают замешательство или дезориентацию после выхода из комы. Его разуму нужно время, чтобы привыкнуть, заверила Миллер. Алекс кивнул, но почувствовал, что что-то не так. Страх Лео казался слишком явным, слишком сосредоточенным. Он повернулся к сыну, присев на корточки у кровати. «Лео, пожалуйста, скажи мне, что случилось?» – прошептал Алекс. Он посмотрел на отца, по его лицу текли слезы. «Я в опасности, папочка. Ты должен уйти сейчас же», – сказал мальчик. Прежде чем Алекс успел ответить, в коридоре послышались тяжелые шаги. Лео перевел взгляд на дверь, его дыхание участилось. Алекс проследил за его взглядом, и в этот момент вошел высокий, стройный мужчина в белом халате. Он был сосредоточен на своем планшете, но, подняв глаза и увидев Лео, застыл. На мгновение все замерли. Затем мужчина, доктор Хантер, судя по его бейджу, пробормотал что-то себе под нос и поспешил выйти из комнаты. Лео сдавленно всхлипнул. «Он здесь. Он причинит мне боль». У Алекса скрутило живот. «Кто? Доктор Хантер? Лео, о чем ты говоришь?» — спросил он. Мальчик покачал головой, слишком потрясенный, чтобы говорить. Доктор Миллер шагнула вперед, ее голос был спокоен, но тверд. «Мистер Уэллс, возможно, лучше дать Лео немного пространства. Я побуду с ним». «Нет!» — Алекс прервал ее резким голосом. «Что-то не так, и я не уйду, пока не выясню, что именно». Доктор Миллер поколебалась, а затем кивнула, сказав: «Я оставлю вас наедине, но если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони». Как только она ушла, Алекс снова повернулся к сыну. «Малыш, теперь ты в безопасности. Я здесь, но ты должен рассказать мне, что происходит.
Лео прерывисто вздохнул. Я почти ничего не помню об аварии. Только свет фар. А потом ничего, но я помню его голос. Он приходил в мою комнату, папочка. Он разговаривал со мной, пока я спал. Он сказал, что не может позволить мне проснуться. У Алекса кровь застыла в жилах. «Кто? Доктор Хантер? Он?» Мальчик кивнул, его глаза расширились от страха. «Это он погрузил меня в кому. Он сказал, что это единственный способ заставить меня замолчать», — прошептал он. Мысли Алекса метались. Все это не имело смысла, но ужас Лео был неподдельным. Он сжал его руку и сказал: «Я разберусь с этим. Я обещаю». Он вышел в коридор, сердце его бешено колотилось. Доктора Хантера нигде не было видно, но Алекс не собирался останавливаться. Он направился к стойке регистрации, где медсестра что-то печатала на компьютере. «Мне нужно знать все о докторе Хантере», — сказал он тихим, но настойчивым голосом. Медсестра удивленно подняла на него глаза. «Извините, сэр, но я не могу поделиться информацией о персонале. Мой сын вышел из комы и испугался его. А теперь расскажите мне, что вы знаете», — твердо сказал Алекс. Медсестра поколебалась, затем вздохнула. «Доктор Хантер работает здесь уже много лет. Он уважаемый врач, но всегда был немного нелюдимым. Когда ваш сын поступил в больницу, он настоял на том, чтобы быть его лечащим врачом. Сказал, что проявляет особый интерес к его случаю». Алекс сжал челюсти. «Где он сейчас?» Медсестра сверилась со своим компьютером. «Предполагается, что он в операционной». «Но его там нет», — перебил Алекс. «Я только что был там». Медсестра нахмурилась. «Это странно. Дайте я проверю еще раз». Она что-то печатала, затем покачала головой. Алекс не стал дожидаться, пока она закончит. Он повернулся и побежал обратно в комнату Лео, его мысли метались. Когда он ворвался в дверь, его сердце остановилось. Там был доктор Хантер. Он стоял над Лео со шприцем в руке. Глаза мальчика были расширены от ужаса. Другой рукой врач прикрывал ему рот. «Отойди от него!» — взревел Алекс, бросаясь вперед. Доктор Хантер резко обернулся, его лицо побледнело. «Это не то, на что похоже», — пробормотал он. «Я просто...» Алекс не дал ему закончить. Он схватил врача за руку и выкрутил ее так, что шприц со звоном упал на пол. «Охрана!» — закричал он. «Кто-нибудь, вызовите охрану!» Через несколько мгновений комната наполнилась персоналом. Доктора Хантера удерживали, не обращая внимания на его протесты. Алекс повернулся к Лео, который безудержно рыдал. «Все в порядке, малыш», — прошептал он, прижимая сына к себе. «Теперь ты в безопасности». Позже, когда полиция увела доктора Хантера, правда выплыла наружу. Он был водителем, совершившим наезд на маленького мальчика на том злополучном пешеходном переходе, и он был в ужасе от того, что Лео его узнал. Чтобы заставить его замолчать, он использовал свое положение, чтобы держать его в коме, накачивая препаратами, чтобы он никогда не очнулся. Но организм мальчика сопротивлялся, и теперь его преступления были раскрыты. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До встречи!